Добрый день, добрый вечер. С вами Вивьена на канале Вивьена Эзотерика и жизнь. И здесь мы говорим все о них, о наших дорогих, любимых или нелюбимых, о тех, кого помним, о тех, кто помнит нас. Здесь мы говорим о наших парах и не парах, а просто от того, что у нас есть сердце, душа, память, любовь. И сегодня у нас такой расклад. Всем большое спасибо за донаты, потому что многие смотрели чистки на Первом канале. Спасибо большое за донаты. Посмотрите на Первом канале. Я там зарядила видео. Там природа, горы и ангелы. Посмотрите на Первом канале. И сегодня у нас такое. Почему высшие силы запретили, разрушили ваши отношения? Почему вот отношения закончились, и почему высшие силы не помогли, а сказали нет, все? И давайте это посмотрим. Почему? Пожалуйста, взаимообмен, донаты, я всегда говорю, это ваше личное дело. До 9 числа я еще записываю в группу на общую поименную чистку. Оплата такая, которую просто могут все. Потому что личную чистку, конечно, позволить могут не все. Но, конечно, личная чистка не сравнится ни с какой общей поименной, общей просто медитацией, общей, которая на канале. И вы должны понимать, что общее это никогда не будет личное. Лично мастер с вами работает и отдает полностью всю энергию вам. А на общественный он на каждого по чуть-чуть. Поэтому понимаете. Поэтому и говорят вам, смотрите видео по 9-11 раз. И все равно надо у мастера. Так, начинаем у нас. Почему высшие силы? Кому надо лично, пожалуйста, обращайтесь. Мои контакты под видео в описании, в закрепленном комментарии. Писать Viber, WhatsApp, Telegram. Плюс, а потом все цифры. Так. Нет, не эти карты. Так, высшие силы. Почему? Высшие силы. Почему? Сейчас я вам покажу камень. Высшие силы. Почему они запретили, а был выбор? И высшие силы дали выбор, в общем-то, вам, но они давали выбор. А теперь посмотрите, я когда-то показывал, у меня царапина от кошек. Вот такой камень когда-то, когда у меня было тоже очень-очень. Сердце мое было раскрыто, как большая, огромная чайная роза. Посмотрите, какой камень. Он напоминает вот так сердце. Половина красная, половина черная. Черная и красная. А если перевернуть, то это сердце, которое у нас в груди, человеческое. Вот такой камень у меня есть, и я его берегу. Это очень интересный камень, и нашла его не просто так. Про него есть легенда. Что высшие силы нам... Сейчас мы вот так поставим, чтобы было получше видно. Высшие силы дали выбор. Они выбирали, надо остаться, или надо оставить эти отношения, или не надо. Потому что высшие силы выбирали, эти отношения дадут вам свет, или эти отношения дадут вам темноту, разочарование, горе, слезы. Они пытались... Ой, не видно. Они пытались разрешение. Они пытались разрешить. А темная сторона... В чем темная сторона? А темная сторона, что или вы вдвоем были недоразвиты до отношений быть вместе, или кто-то из вас, из партнеров, был недоразвит, еще маленький, не дорос, или вы не стали женщиной-императрицей, или он не стал мужчиной, императором, воином, идущим вперед. Вот какой был выбор у высших сил. Ваши отношения смотрят уже те, у кого действительно эти отношения разрушились, или эти отношения, ну, уже сейчас вы понимаете, что они идут на нет. И почему высшие силы
так повлияли? Почему высшие силы разрушили отношения? Потому что в ваших отношениях было очень много разных лиц. Все лезли кому ни попадя, все хотели в ваш домик. Ну вот я образно говорю, потому что была все время нервозность, какая-то суматоха. Все куда-то лезли, все чего-то звонили, ходили. Образно говорю, чтобы вы понимали, у каждого своя ситуация, это общий расклад. Почему общие силы разрушили отношения, не захотели? А знаете еще почему? Потому что высшие силы решили, что в этих отношениях вы решили быть предводительницей дворянства. А высшие силы говорят, что у каждого свое место. Женщина главная в семейном очаге. За ней идет мужчина. Но именно мужчина на пьедестале, а женщина поворачивает его и дает ему туда-сюда повернуться. А здесь было, высшие силы говорят, что здесь какое-то превосходство. Или вы не замечали, вы пытались этого человека переделать. Вот ты не так хрюкаешь, ты не так пукаешь, ты не туда пошел, там друзья у тебя не такие или еще что-то. То есть вы пытались его учить, или он думал, что вы его учите. И поэтому высшие силы поэтому тоже сказали нет. Научись быть парой, научись идти рука в руку. Не надо никого учить. Учителей и так хватает. И в яслях, и в детском саду, и в школе, и в колледжах, и в университетах, и везде. Все учат, учат и учат. Из этого, с ящиков, с утюгов, все учат и учат. И везде все учат и учат. Да, и высшие силы поставили на ваших отношениях крест. Давайте посмотрим, а почему они поставили на ваших отношениях крест? То есть закрыли. Мы смотрим в этом раскладе это. Почему они закрыли? А потому что они не давали солнца или наоборот так страстно обжигали, что уже сожгли всю кожу. Что уже это приносило боль. Когда страсть очень сильная и когда люди этой страстью, этой ревностью друг друга просто истязают, тогда не надо. Это уже не любовь. Любовь – это когда двум людям очень комфортно, очень спокойно и, самое главное, уважительно. Почему они поставили крест? Ну, здесь опять говорится о том, что или вы любили как-то больше, или хотели на себя обратить внимание больше, чем высшие силы вообще-то дают нам, какая должна быть женщина в отношениях. Ну, никто не знает, какая. Да, потому что, знаете, у кого-то, может быть, была даже беременность, и это не очень хорошо закончилось, или эта беременность привела и к рождению ребенка, у всех по-разному. Но здесь идет такое, что вот женщина поставила себя выше. Вот она решила, что я беременна, и он будет со мной. Ребенок будет держать, ты обязан. Вот, знаете, высшие силы сказали, нет, никто ничему не обязан. Когда мы ложимся, мы должны знать последствия от этого зачатия. И поэтому и один, и второй человек ответственны за это. И женщина, и мужчина. И потом уже шантажировать этим событием никак нельзя. Ребенок, он есть ребенок. У него своя уже жизнь. Почему высшие силы разрушили ваши отношения? Это было по справедливости. Потому что, вот видите, как вот первая карта легла выбор. И сейчас легла карта справедливость, выбор. Было поставлено очень многое на ваши весы. Было поставлено очень многое. Давайте посмотрим, а что же было тут поставлено. Вот они, эти карты. Что было поставлено? Достала, главное, те карты. Что было поставлено на весы? А на весы было поставлена радость. В ваших отношениях не было радости, не было счастья. То есть, может быть, вначале и было, а потом все куда-то делось. Вот на весы была поставлена радость. А если человек живет без радости, в страданиях, то какая тут любовь? Надо быстрее закрывать это. И потому что, почему Вселенная и ангелы нам закрывают это? Они закрывают, отводят от нас ненужных людей.
Вот не нужны вот эти отношения, не нужных подружек, еще кого-то, потому что они не нужны. Там сверху им видно все лучше. Это точно так же, как на самолете сверху вы все видите, каждый домик, каждую травинку. Что было поставлено на эти весы? Да, на эти весы было поставлено или радость, или терпение, терпеж. Ну и Вселенная сказала, ну зачем этот терпеж, мундеж-то, ну зачем этот терпеж-то? Это только терпеж можно терпеть, пердеж. Вот это еще можно. И то потом живот будет болеть. Да, и поэтому, видите, как карты хорошо ложатся. Они говорят очень, очень емко. Потому что Вивьена не гадалка, не таролог. Вивьена, ясновидящая, я с потока вам говорю, с хроника Акаши, с потока. У меня идет информация, я вам ее говорю. Вы ее разъясняете так, как у вас ситуация. И поэтому закончилось. Поставлен крест. Закрыто. Да, кто-то из вас в чувствах был больше. Кто-то еще до сих пор сердце, может быть, плачет, вспоминает. Не так, может быть, скребет и царапает, но вспоминает. Но Вселенная вам говорит. А что Вселенная вам говорит? Вот хорошо, все закончили. Что Вселенная вам говорит? Так, мы вот эти карты возьмем. Нет, вот эти китайские. Что Вселенная вам говорит? А говорит она у вас: новое сияние, новый рассвет, новый полет. Из гусеницы получается куколка, а из куколки бабочка. Новое сияние, новый подъем. Поэтому, то есть вам это все убрали для того, чтобы вы отошли, поднялись выше к облакам и научились обладать великим. То есть эти отношения дали вам какое-то познание. А что они еще? Потому что все время в этих отношениях была опасность и моральная, и физическая. Поэтому разрушили. Потому что у многих эти отношения могли вызывать разрушение и вашего тела, и вашей души, и вашей жизни. Вот почему. Видите? Ну, вы же карты, видите, какие идут. И ангелы сказали: мы наступаем. Ты не слышишь, мы тебе в ухо говорили, шептали. Ты не слышишь. И поэтому бах, кувалдой по голове. Больно, но это к лучшему. А давайте посмотрим. То есть, видите, тут идет такое, что эти отношения повели бы вас к не очень хорошему результату. Выбор был. Но а хотел кто-то из пары не поменяться. Мы не можем меняться. Хотел кто-то из пары, нет, вместе. Кто-то это вместе пара, вы и он. Хотели, чтобы были гармоничные отношения, такие любящие отношения. Нет, каждый тянул одеяло на себя. Вот каждый, я предводитель дворянства, я император, я императрица, я верховный там жрец, я верховная жрица. То ж карта башня. Не пробить ничем. Одного не пробить ничем. Я права, потому что права. Смотри, пункт 1, где я права. И второй говорит: я прав, потому что я прав. И смотри, пункт 1, где я прав. Нет, и поэтому ангелы сказали: но бесполезно бороться с этой парой. Эти отношения были, чтобы прошли какой-то этап и какое-то воплощение. А давайте посмотрим. Хорошо, эти отношения прошли. Сейчас некоторые будут говорить: ой, мне уж столько лет, 350, о каких вы там других отношениях говорите? Ой, 350, а мне-то вообще-то 1150. Моя метла, знаете, немножко даже уже и так и не летает. И ступь треснула. Давайте посмотрим, а что? Сейчас скажете: актриса, да, актриса. Сейчас посмотрим, а что вас ждет. Хорошо, отношения разрушились, понятно почему, потому что они несли полное разрушение внутри вас, полное разрушение физическое и духовное. А что вас ждет? Ну, у кого-то еще будет болеть сердце. Ну, отпустите. Понимаете, прошлое – это уже прошлое. Его не вернуть, ничего. Не надо за него цепляться. Некоторые там, значит, ой, все так страдаю, я без него не могу. Вы не без него не можете. Вы не можете без его каких-то благ, без его, например, физических, там еще чего-то,
А многие не могут без денег каких-то, без еще чего-то. Жить без него не могу. Можете. Вы не можете оторвать его от себя. А возвращать не надо, потому что можно возвратить какими-то хитрыми манипуляциями. Ну хорошо, сделает он с вами 1-2 раза. А потом все равно будет разрыв, потому что ни вы не поменяетесь, ни он. Просто дальше что? А дальше вам дают очень большую силу. У вас после этих отношений, напишите в комментариях, у кого после этих отношений открылись какие-то странные способности. Потому что, когда начинают открываться какие-то способности, мы сначала не замечаем, не понимаем, а потом, вот я не выкладываю специально, а потом вас ждет король. Пусть даже король чаш. Вышел король чаш, да, он может быть как Дэнди лондонский одет, но вы обретете такую силу, что на этого Дэнди вы просто произведете какое-то неимоверное впечатление. Этому Дэнди может быть и 16, и 17, и 20, и 40, и 50, а может быть и 85. Я сейчас смотрю видео, не видео, а сеансы Анатолия Кашпировского, великого доктора, великого человека, которому 83 года. Он как огурец, знаете, ну просто огурец. 50-летним даже в подметке не годится. Рекомендую, но многие не поймут. Кашпировскую, да, он работает, вот так же я тоже похоже работаю, но нельзя сравниваться с гением, который пришел из космоса. Направленность цели, говоришь ни о чем, и все, получается. Кто мои медитации смотрел, да. Да, и знаете, вас ждет, или у вас будет повышение по службе, или вы чем-то займетесь своим, или действительно, я говорю, откроются способности, где вы будете помогать людям, люди будут к вам тянуться. Ну, тут идут и отношения. Для чего эти отношения приходят? А отношения приходят, у многих они приходят для того, чтобы иерофант, для того, чтобы образовалась пара. У кого-то семья, марш Мендельсона, у кого-то просто отношения, но это будет человек, какой бы он ни был играющийся, он такой вот играющийся, ну, король чаш. Ну, я не считаю, например, как многие, король чаш, это такое, там, все бегает, там. Разные бывают короли чаш. Да, они очень любят одеваться, они любят смотреть на себя. А разве это плохо? Это очень хорошо. Но здесь идут отношения, и здесь идет мужчина-соратник. Мужчина-соратник. Вот такой у нас расклад. И получится все неожиданно. Неожиданно, вот просто неожиданно. Вот такой был расклад. Пишите в комментариях. Принимаю, приобретаю. Пишите, у кого действительно после разрыва тех отношений, такой боли, которые пережили, у вас какие-то способности проявляются. Способности могут быть разные. И пишите в комментариях, принимаю, приобретаю. Радости, блага всем желаю. Смотрите мое видео с ангелами на Первом канале. Пока-пока.